В новом видео из Зеленоградска я познакомлю вас с магазином сувениров, где каждый турист найдет что-то свое, начиная от марципан и заканчивая янтарными шахматами. Что-то я сам попробую, что-то даже померяю на себе. А в конце видео будет приятный розыгрыш. Поехали! Друзья, всем привет! При помощи интернет-телепорта вы попадаете в город Зеленоградск, а рядом со мной, как всегда, очередной новый гость. Данил, приятно познакомиться. Всем привет, меня зовут Данил, как уже меня представил Антон. Я являюсь владельцем первого и единственного сувенирного мини-маркета «Лавка янтарной мышки» в Зеленоградске. Почему единственного? Потому что только у меня свободная выкладка, все изделия можно потрогать, пощупать, познакомиться с ними, и не только вы сможете выбрать что-то для себя, но и сувенирчик сможет выбрать вас, если вы ему понравитесь. Насколько вы можете понять, считать, мы на Курортном проспекте специально начали отсюда, чтобы провести вас по нему к магазину. И такая очень сильная и большая мотивация для тех, кто досмотрит это видео до конца, сможет поучаствовать в розыгрыше ценного подарка от магазина Данила. Вам необходимо просто будет досмотреть до конца и выполнить несколько простых требований. Поэтому вперед и приятного просмотра. Друзья, мы шли по Курортному проспекту, доходим до девушки с чемоданом и телефоном и сворачиваем налево. А тут у нас что? А тут у нас указатели. Вот, друзья, мышки и котики на каждом шагу. Не ошибетесь. Данил, это твое старание, признайся. Я бы хотел в этом признаться, но это было на самом деле приятно увидеть и приятно удивиться, когда вот мы только открывались, мы обнаружили, что здесь выложили такую мозаику, которая рассказывает трогательную историю мышки. Мы пытались с супругой разобрать, что здесь, но здесь вот как бы мышка увиделась с котиком, потом она еще раз с ним увиделась, возможно, попрощалась. Дальше ей пришлось уехать. Вот она покидает свой любимый город. То ли она направляется в город, в какой она хочет, то ли она покидает. Конечно, покидает город кошек. Вот, она приезжает, куда-то уезжает. И вот котик, большой котик грустит без мышки. Но грустить не придется, потому что совсем рядом уже открыта лавка янтарной мышки. Да, все верно. Какая прикольная инсталляция у вас тут. Да, последние шансы ее увидеть будут, наверное, до конца зимы. Мы ее поддержим, но уже в феврале будем убирать. Так что приезжайте, любуйтесь. Но уже есть какие-то идеи на весеннюю инсталляцию? Не буду ничего раскрывать. На самом деле их нету. Надо будет креативить. Все понятно. Посмотрите на мои руки красные. А здесь что есть? Здесь есть кофе. Я думаю, первым делом мы погреемся. Вперед. И что же мы сможем купить, позволить себе в центре Зеленоградска на 100 рублей? Интересно. Звучит как что-то невозможное. Итак, смотрите, давай. У нас есть крафтовый шоколад производства Шакин. Делается здесь, в Калининграде, стоимостью 39 рублей. Да, кусочек небольшой. Вот тут есть с девочками, есть с мальчиком. Вот, возьмем с мальчиком. Вот, шоколадка. Натуральный шоколад. Антон, ты ее, если захочешь, продегустируешь, расскажешь. Хорошо. Да. Потом. Я врать не буду. У нас здесь есть мыло нашего производства. Это мыло янтарное. Здесь есть мыло красивое и мыло полезное. Почему красивое? Потому что оно прозрачное, похоже на янтарик, и там внутри кусочки натурального янтаря, а это мыло полезное. Почему полезное? Потому что оно во время размыливания вы чувствуете вот эту вот янтарную пудру, она такая шершавенькая, и это такой приятный, легкий и полезный пилинг от полудрагоценного камня. Оно стоит всего 39 рублей, мы его добавляем. Какое ты хочешь, красивое или полезное? Я хочу красивое, конечно. Красивое. Тогда вот в форме снежинки. Так, мы взяли 2 товара. Я обещал, что мы возьмем 4 товара, и тебе на это хватит 100 рублей. Итак, сейчас мы Давай перейдем... озвучим, сколько уже. Это 39, 39 и 49. Нет, 39. Это 78 рублей. У нас, казалось бы, не хватит сейчас на 4-й товар, но мы сейчас с вами берем 22 рубля осталось. Янтарную мышку.
Так. Мышка самого маленького размера стоит всего 49 рублей. Мы вообще магазин, в принципе, наш лавка янтарной мышки назвали в честь этих мышек, потому что они уже за десятилетия стали неким символом Калининградской области. Многие, кто приезжают, не уезжают сюда без янтарной мышки, потому что это вот они только здесь делаются, в Калининграде. У нее есть специальная кодовая фраза для активации. Мы ее перед тем, как положить в кошелек, говорим: мышка, сели денежка водись, она там поселяется. И, как известно, мышки запасливые существа, они начинают в свою норку таскать зернышки. В данном случае это денежная мышка, она тащит в эту норку денежки. Поэтому мы берем, чтобы у Антона побольше денежек водилось. Вот, у нас 3 товара. Мы уже израсходовали 100 рублей. Но Антон оставит на нас отзыв. И сейчас по той акции, которая происходит, он получит еще один товар в подарок. Вот что бы ты хотел? Еще какую-нибудь сладость или какой-нибудь талисманчик? Это будет конфета из благородного темного шоколада с сыром маскарпоне внутри. Ну, вообще, звучит очень аппетитно. Ребята знают, как я люблю сладкое, поэтому все. Меня уговаривать долго не надо. Идем за конфетой. Вот они, наши маскарпонки. Тоже делаются на производстве Шакин. Шакин – это такой замок, в котором они его отреставрировали, руины замка, заново его собрали и расположили в нем сыроварню, марципанодельню и шоколадоварню. Это настоящая калининградская история. Очень многие немножечко лукавят и привозят марципан из Германии, Польши. Ну, он, помимо того, что он обыденный, он бездушный. Вкусно, необычно. Если бы ты не сказал, что там внутри сыр, я бы не подумал ни за что. И мы сейчас покажем, сколько нам обойдется 3 этих товаров. Пожалуйста, сканируйте. Беру телефон, ввожу. А на какой? На вот этот? Это для регистрации карты. У тебя уже есть карта клиента. 2GIS или Яндекс. Ага, все. Вот на 2GIS. Нажимаем. И попадаем... Зацените, друзья. Оценка 5,0. Честно говоря, когда мне Данил первый раз написал, отправил ссылку на 2GIS, я был удивлен. 5,0. 241 оценка. А какая у нас получилась сумма? 152 рубля. 150 за 4 товара. За 4 товара. Учитывая отзыв, конфета. Конфета в подарок. Давайте спишем конфету в подарок. И еще не будем забывать, что у Антона уже есть оформленная Наша карта карта. постоянного клиента. Да. При оформлении карты любому нашему посетителю падает 150 рублей в виде баллов, которые можно потратить. Да. Соответственно, у Антона они есть, они еще не потрачены. Давайте ими воспользуемся. Мне нужны ваши 4 последних цифры телефона. Карту вот эту приобрести нужно Бесплатно. что? Бесплатно? Ничего, она просто бесплатна. от любой покупки? От любой покупки. И 150 рублей еще начисляется баллами бесплатно. Главное, совершить покупку какую-нибудь. Угу. После этого мы вам заводим карту, на которой будет 150 баллов. Все Ты уже у нас был когда-то? Сколько у нас получается Сейчас денег? скажу, одну секундочку. И у нас итого получится 113 рублей. Это уже за вычетом конфеты и за вычетом, ну, в принципе, неплохо. 113 рублей. Мы в 100 не уложились, но 113. в 113. Ну, неплохо, я считаю. 13, ну, где-нибудь на скребу. Курортный проспект, там такая проходимость. Ну, какие-нибудь таланты. Я, кстати, жонглировать умею 2 предметами. 100 рублей можно, но я бы рекомендовал, конечно... Это подарок для самого вредного родственника, для тещи. Да. Кстати, лайфхак. Если вы гуляете по морю и видите палки, палками мы называем вот, размытые деревяшки такие, это значит, что там в море вскрыло водой очередную янтарноносную линзу, и вместе с деревом деревянный перегной вот этот вот, в нем встречается янтарь чаще всего, потому что он формировался в стволе дерева, и очевидно, что вот эта вот окаменевшая смола, должны быть остатки дерева. Вы видите на пляже остатки дерева, смело, чуть-чуть потратьте на это времени, поройтесь там, и с большой долей вероятности вы найдете много или мало, а может и много. Если никого не было там, и только вы это нашли, вы гарантированно найдете там янтарь.
А их цена вот она, да, стоит 4 990. Комплект шахмат из фигур можно купить за такую цену. Естественно, досочка, она будет чуть-чуть подороже, она в стоимость не входит, но это и плюс, потому что мы можем выбрать такую дощечку, можем взять доску побольше. Твой ход, кстати. Да, мой ход. Давай. Напомни, как они ходят. Вот эти вот ходят туда-сюда. Да, на любое расстояние вперед На любое или расстояние. вбок. Да. Вот это... кто из них королева, кто король? Это король, это королева? Да, королева любит свой цвет. Она стоит изначально на своем цвете. Ага, на своем цвете. А вот эти ходят по диагонали, да? Да. Да я шахматист. Я более, наверное, консервативный, ближе к базе. Оставлю его Вот, здесь. вообще это довольно-таки неплохой ход. Я в любом случае вынужден буду съесть пешку. Материал лежит. Вот так вот и заговаривалось зубы. Очень актуально будет в летний период при покупке 2 одинаковых мороженых, 3 за рубль. Мама, папа с ребенком приходят и своему маленькому любимцу берут мороженое бесплатно. Это будет прям кстати. В плюс 30 зайти сюда по пути и взять мороженое. Здесь у нас зона вкусная и теплая. Здесь мы можем отведать кофеечка. Кстати, скорее всего, это самый недорогой кофе в Зеленоградске, который из 100% арабики. Попрошу заметить, несмотря на то, что он так мало стоит, я покупаю сюда очень хорошие зерна. У меня раньше была кофейня, и я понимаю, что очень сложно конкурировать на автоматическом кофеаппарате с бариста, который делает на рожковой кофемашине, но я постарался, когда настраивал это кофе, сделать максимально что-то приближенное. Зона марципана и вкусняшек, и вот ее еще дальше продолжение, то есть она такая тут. Да, хотел бы от себя добавить. Я уже тут кое-что соображаю и разбираюсь в магазине. Вот, к примеру, вот такое вот яйцо драконье. Это мыло. Пользуешься по прямому назначению какое-то время. И оно не просто так. Тут внутри янтарная фигурка. Одна из вот этих вот на предпоследней полке. Помимо того, что это делает вас чистым, да, попользовались еще и на память сохранилась фигурка. Кстати, для самых маленьких у нас тоже тут есть целая зона. Вот, Антон, посмотри, если может даже тебе что-то как самый маленький. можешь посмотреть, может что-то понравится. Вот тут, кстати, вот на самом деле, вроде бы для самых маленьких, но очень часто ребята моего возраста и постарше любят вот такие вот приколюхи, вот шлепы, такие есть тут совушки, потому что город Зеленоград, город котов, а это самый, наверное, знаменитый и хищный кот интернета, шлепа. И вот совушки тут тоже любят сов, тут есть музей сов, так что здесь это актуально. Чисто зеленоградские упитанные. Пойдем пока в одежду тогда. Шапки, кофты. Больше скажу. Футболки местного производства, худи местного производства, размеры нормальные, российские размеры. То есть я такой, да? Как кот зеленоградский. Какой зеленоградский, да. Худи, кофты, да, свитшоты. Мне вот это понравилось. Такой Да, цвет да, прикольный. они кайфовые, и все на кошачью тематику, если вы обратили внимание. Идет? Козырек, знаешь, как в детстве, когда мы их гнули, Да. чуть ли не в трубочку делали. Сейчас сюда бы еще подошла какая-нибудь яркая футболка, и надо будет поискать мятного цвета худи. Я думаю, с этой кепочкой было бы очень неплохо. Yeah, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Ребят, напишите в комментариях, как вам лук. Я знаю, это очень популярная рубрика, когда меня обсирают за одежду. Ну, на этот раз я вам угодил, скажите мне. Можем взять готовый кофе из аппарата, но мы уже говорили про эстетов, которым это не нравится. Поэтому, если вы эстет, то для вас калининградская фирма König Roster приготовила зерно. Есть молотое, есть в зернах. Оно, кстати, с янтарной мышкой. Подарок, Говорит да, о том, да, это такая атмосферная штука, что вот она как бы из Калининграда. Каждый кофе можно понюхать, притом не обязательно раскрывать. Вот здесь есть клапан. Вот так жмякайте.
Да, чувствуется марципан, чувствуется сладковатый вкус. Миндальный вот такой вкус. У марципана это вообще миндаль перемолотый. В России самый лучший и самый свежий марципан будет здесь, потому что он здесь производится. И кофе марципановый у нас тоже поэтому есть. Даниэл, ты смотри уже публику какую привлек. Девушка, вам интересно было слушать? Мы хотели приобрести бы чай. Спасибо за ваше внимание. Слушай, как материализуется вот эта штука? Я буквально неделю назад, да какой неделю? Дня 3, наверное, 4 прошло. Говорил о том, что хочу в шахматы поиграть. Не умею, но хочу. Я играю и не умею по-прежнему. Еще и янтарная. Это что за материал? Керамика. Керамика, да. Кстати, очень много людей сюда приезжают, и вот целенаправленно покажите нам дома с черепичной крышей. Вот этот домик очень похож на домики из Гурьевска. Я там большую часть жизни прожил, и вот на улице Ленина как раз такие друг за другом стоят. Украшения, в принципе, как и везде, их много, у всех они разные. Говорить о том, что они вот именно такие тоже имеет смысл нет, потому что сезон меняется, стиль моды меняется. Но вот что мне нравится, это выкладка изделий. Мы постарались передать душу Балтийского побережья. Если обратить внимание, здесь сухие ветки, которые можно найти на косе. Вот здесь рядом с Зеленоградском есть Курская коса. Да. Рекомендую обязательно туда съездить. И, как мы знаем, янтарь нам дарит море. Море – это место, где каждый может найти кусочек янтаря. И вот эти вот коряги, они тоже там встречаются. И изделия, сделанные из янтаря, выложены здесь, среди вот этих деревяшечек. Это некая метафора на то, как формировался путь этого кусочка янтаря до этого прилавка. Каждый, кто этим увлекается, может приобрести руну из натурального янтаря. Например, Геба, единство противоположностей, весы, Скорпион. Я Скорпион. Хагалас, разрушение. Разрушение, многие думают, что это негативное какое-то значение несет. Так. На самом деле, это перевод с древнескандинавского, и он довольно свободный. И разрушение в данном контексте может иметься в виду, как, например, вот надо тебе разрушить какие-то прошлые отношения с кем-то, или с чем-то, или какие-то связи, или разрушить барьер, который мешает тебе дальше стремиться куда-то по жизни. В этом тебе помогает руна со значением Хагалас, разрушение. Ты сейчас будешь делать ход, обрати внимание, как плавно фигура вот как бы доски касается. Это очень важно, потому что изделие не из дешевых, хотя, кстати, неправильно. Конь стоял, он здесь должен стоять. Да, если что, я проиграл, это потому что у меня конь неправильно стоял. Да, тут такие накладочки, да, на них. Да, специально. Они позволяют не царапаться дорогостоящей доске и создавать приятное тут тактильное ощущение. Есть такой янтарь, который называется пейзажный или королевский, или белый, по-разному его называют. Это янтарь, который белого цвета. Он довольно редко встречается в природе, но у нас в магазине он есть. И почему он называется пейзажным? Потому что внутри янтарного кусочка обязательно будут какие-то узорчики. И в этих узорчиках нередко можно увидеть какую-то картину. Мой любимый на данный момент в этой коллекции янтарик, картину которого природа нам подарила, это, я его назвал «Маленький принц», потому что там, кто читал «Маленького принца», помнит удава, который съел слона. Это все взрослые говорили, что это шляпа, а дети видели слона, которого съел удав. И крупным планом покажу. Вот, собственно, каким-то чудом именно вот эта вот зарисовочка из «Маленького принца» природой нарисована в этом кусочке янтаря. У нас в зале представлена косметика, хороший выбор ухода за лицом. Для начала очищаем лицо, умываем гелем. Затем наносим гидрофильное масло. Массажными движениями можно сделать массаж лица 10 минут. Смываем. Проходимся лицо тоником или же гидролаты. У нас представлено несколько видов гидролатов. Зеленый чай и василек он для лица. Остальные можно пользоваться и лицо, шею, волосы. В основном гидролаты пользуются девушки, женщины, у которых проблемная кожа, акне, да, подростки.
кто обветривается сильное лицо, шелушится, покраснение, раздражение. Очень хорошо гидролаты снимают, скажем так, болезненность кожи и освежают кожу. Также в нашем магазине можно приобрести уход за руками, ноги, тело. Антон, ты, наверное, знаешь, что обычно мышки едят кошек. Ну, вообще, да. То есть кошки едят мышек. Но на самом деле... Давай заново. То есть это классические шашки, к которым все привыкли, но в которых одна сторона мышки, другая сторона кошки. И мы думали, как сделать так, чтобы можно было в дамки переводить. Ее же так не поставишь. Да. Мы сделали такие коронки на каждой стороне. Мы переводим ее в дамку, и она становится такой вот короной. Это все ручная работа. Стоит такой набор 5600 всего. Натуральный янтарь внутри, как в шахматах я показывал. Вот они все кусочки внутри. Вот на свету, кстати, хорошо видно. Да. Вот. Их вот прям видно внутри. Это кусочки натурального янтаря. Очень классно выглядит и на такой богатой доске, и они скрасят доску попроще. Это очень интересный, веселый, оригинальный подарок привезти, кто любит настольные игры, там, ребенку или просто друзьям хорошим, посмеяться и хорошее впечатление с собой увезти, как бы кошки против мышек. У нас есть витрина с подарочной упаковочкой. Здесь можно выбрать упаковку на любой вкус и цвет. Например, вытянутую коробочку. Ее видно? Да. Можно использовать для чего-то длинного, например, для ручки, для кулончика. Или что-то более серьезное, когда мы купили, например, фигурку или мыло, и нужно его с сохранности довести в другой город и красиво подарить эффектно, подойдет вот такая вот большая коробочка. Есть много других вариантов на, как я уже сказал, любой вкус и цвет. Друзья, и самая вкусная часть этого видео – наш розыгрыш. Данил, что ты приготовил? Это здесь написано «Супер подарок для укрепления семейных отношений». Я бы его назвал еще тренажером и помощником в отношениях. Вообще, здесь находится вещь, которая позволяет общаться парам, которые говорят на разных языках. В буквальном или в переносном смысле. Например, у нас есть семья, где есть иностранец и, например, наша соотечественница. И произошла какая-то ситуация, в которой она хочет дать ему понять, что он где-то был неправ, где-то надо поговорить. И в таком случае она с помощью этого может помочь ему указать на это. Сейчас покажу как. Кстати, кроме самого этого предмета, здесь есть еще несколько других интересностей. Это янтарная мышка, наполнитель, да, чтобы довести в сохранности. Мне даже вот это нравится. Хотел бы крупным планом показать книжка «Мурград». Про него еще есть у нас ролик в интернете. Здесь вот история котиков. Такая вот она. Полную вы можете посмотреть в ролике, который мы снимали, специально отрисовывали для этого товара. Вот. И сам непосредственно тренажер отношений. Отличный подарок на свадьбу, молодоженам или просто паре, которая часто ссорится, которым нужно срочно помириться. Такая вот у нас кошечка Мурлыка. У нее тут мышка на груди. Да, на цепочке на груди. И мальчик Мур. И кошечка, например, считает, что мальчику нужно с ней помириться. Котику-мальчику. Она вот так вот отворачивает своего котика. Это означает, что надо с ней поговорить, узнать, в чем дело. А если же котик будет отвернут вот так вот, то дело очень серьезное, нужно срочно бежать, тушить костер, ну или бежать в ЗАГС. Значит, мышка янтарная, собственно говоря, тренажер отношений и книжечка «Почитать на досуге». Правила конкурса очень простые. Я думаю, если вы посмотрели это видео и вам понравилось, вы и так поставите лайки, подпишитесь. Но вообще требую лишь одно условие. Написать любой абсолютно комментарий с ключевым словом «сувенир». Можете его взять в кавычки, можете его просто написать в рамках вашего комментария. И самый интересный, по мнению Данила, получит вот этот тренажер. Данил выберет комментарий, который больше всего ему понравится, и мы разыграем, мы подарим этому человеку наш сегодняшний тренажерчик. Также, друзья, укажите, пожалуйста, вашу любую соцсеть, чтобы мы могли с вами связаться, а результаты конкурса объявим 23 февраля. Поэтому, если вдруг вы хотите выиграть и у вас нету пары, настоятельно рекомендую завести. И, друзья, спасибо за просмотр этого ролика. Если
вам понравилось. Все классно, круто. Подписывайтесь, и мы увидимся в новом видео. Пока-пока. С задержкой.